Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко в Дубае. В Бресте задержали 15 учащихся местных учебных заведений за переписки в закрытых чатах. Украинские пограничники показали, как выглядят полевые блиндажи на границе с Беларусью, а пропагандистка СТВ, которая имела отношение к желтым сливам, переехала в Варшаву и занялась там бизнесом. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. Но начнем мы, пожалуй, с новости о том, что в Барановичах мужчину на глазах у студентов колледжа отправили в колонию за комментарии про Лукашенко. В Брестской области настоящий бум на выездные суды. В Барановичах в местном колледже провели показательный процесс над мужчиной, на этот раз уголовный. Белорусы обвинили в оскорблении Лукашенко в интернете, а на суд привели учащихся колледжа. И у них на глазах мужчину приговорили к году колонии за комментарии. Как стало известно, у осужденного на свободе осталась тяжело больная мать. Учащиеся колледжа в свою очередь рассказали, что им было страшно, когда мужчину вывели из зала в наручниках, а брестский пропагандист пригрозил всем находящимся в интернете наказанием. Ну что тут скажешь, воспитательные мероприятия в Беларуси в 2023 году выглядят примерно так. Также в Бресте задержали 15 учащихся местных учебных заведений за переписки в закрытых чатах. Среди задержанных в том числе студенты Брестского госуниверситета. Как стало известно, 4 человек отправили в ВВС, остальные остались на свободе. Провластные каналы, в свою очередь, угрожают им повторным задержанием и отчислением. Обвиняют учащихся в том, что они в чатах распространяли нацистские, фашистские и экстремистские материалы и порнографию. На скриншотах, которые опубликовал один из провластных каналов, видны гифки с Гитлером, ссылка на сгенерированный нейросетью кавер на песню, исполняемую голосом Гитлера, и плоский юмор. Силовики назвали рейд комплексом профилактических мероприятий. Украинские пограничники показали, как выглядят полевые блиндажи на границе с Беларусью. Мобильное укрытие под названием «Контейнер» имеет 6 мест отдыха для личного состава, портативную зарядную станцию типа «Экофлоу» для подзарядки радиостанций, приборов ночного видения, тепловизионных приборов и зарядных станций для беспилотно-летательных аппаратов. Также полевые блиндажи служат укрытием в случае артобстрелов и от применения противником различных видов вооружения. Преимущество комплекса – это демонтаж и установка в дальнейшем там, где в нем есть потребность, говорится в описании. Пропагандистка СТВ, которая имела отношение к желтым сливам, переехала в Варшаву и занялась там бизнесом. Екатерина Жилянина была автором многочисленных репортажей о Лукашенко на государственном телевидении. В 2020 году, по сведениям Белпол, она имела прямое отношение к одному из самых одиозных пропагандистских телеграм-каналов «Желтые сливы». Но в один момент, видимо, что-то пошло не так. Объединение силовиков стало известно, что Жилянина перебралась жить в Варшаву, где обзавелась несколькими бизнесами, в том числе студией по похудению. В данный момент Белпол передал информацию о пропагандистке польским госорганам. Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко в Дубае. Гитанас Науседа, Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда не стали участвовать в общей фотографии на встрече ООН по изменению климата, а все из-за присутствия на мероприятии Лукашенко. Приведу цитату. «Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и, как ни в чем не бывало, обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине. От гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине, от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду. Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать», заявил Гитанас Науседа. Тем временем пропагандисты рассказывают о визите диктатора в Дубай как о великой победе дипломатии. При этом в кулуарах Лукашенко общается в основном с представителями африканских стран. Исключением стала беседа с лидером Сербии Александром Вучичем, которого нелегитимно совсем недавно публично раскритиковал. Ну и напоследок, никогда такого не было, и вот опять в Санкт-Петербурге вновь сгорел белорусский автобус МАЗ. Происшествие случилось сегодня утром. Автобус МАЗ-206 загорелся после выезда из парка и не успел доехать до трассы маршрута. Предварительная причина пожара – возгорание электропроводки со стороны кабины водителя внутри салона, а не в моторном отсеке. Очаг находился в отсеке, где находится электрика и коммуникационное оборудование. В данный момент в парке разбираются, что послужило причиной пожара. Напомню, что это далеко не первый белорусский автобус,
который сгорел в Санкт-Петербурге в этом году. Летом после серии возгораний автобусы МАЗ были даже отозваны с линии, однако вскоре вмешался сам Лукашенко, который заявил, что в Беларуси автобусы не горят. После этого МАЗы вернулись на маршруты в Санкт-Петербурге. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию вы всегда можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живе Беларусь!